Этот случай произошел в октябре 1943 года во время немецких бомбардировок Лондона. В то время как гражданские лица прятались по своим домам и бомбоубежищам, по улицам ходили группы людей организации Air Raid Prosecution. Их задачей было высматривать места взрывов бомб, ликвидировать возгорания, отслеживать неразорвавшиеся снаряды, помогать пострадавшим и прочее. В одной из таких групп был мужчина по имени Говард Лиланд. Однажды практически рядом с ним взорвался снаряд, и Говард попытался спрятаться от новых бомб, бросившись в подвал ближайшего полуразрушенного брошенного дома. Это было ночью, и некоторое время Говард выжидал налет, а на него сверху от близких взрывов сыпался цемент и штукатурка. Но вот все стихло, и чтобы осмотреться, Говард включил свой фонарик. Он увидел, что находится в пыльном и грязном помещении, откуда наверх вела старая лестница. Внезапно Говард ощутил, что за ним словно кто-то наблюдает. Это ощущение быстро переросло в густой и липкий страх. Говард подумал, что нечто находится наверху лестницы, и посветил туда фонариком. И он увидел там существо очень жуткого вида. В общем, оно было похоже на очень большую кошку, но с горящими красными глазами и большими рогами, растущими на его голове. Позже Говард рассказывал, что по его ощущению это создание буквально излучало волны чистого зла, а его смотрящие в упор на человека яркие глаза имели воздействие гипнотического характера, и Говард впал в состояние, похожее на транс. Говард некоторое время сидел и смотрел в трансе на зверя, а потом существо спрыгнуло с лестницы к человеку, и в этот момент совершенно неземной вой прокатился по пустому помещению. От звука этого воя Говард очнулся и увидел, как в подвал вбежали люди из его отряда. Оказывается, они давно его искали. Говард рассказал им о жутком животном, но никто из сбежавших не видел этого зверя. Существо словно растворилось в воздухе с появлением других людей. Однако позже, к своему большому удивлению, Говард услышал о том, что очень похожее существо видели в том же районе и другие люди. Говард Лиланд так сильно мучился от шока после этого случая, что пришел к ясновидящему экстрасенсу Джону Пендрагону. Тот рассказал ему, что в доме, где Говард видел жуткое существо, ранее жил некий оккультист, и что для своих темных обрядов он якобы использовал кошек, принося их в жертву. Потом он сошел с ума и повесился, и после этого многие люди видели возле этого дома огромного черного кота. По словам Пендрагона, существо, которое видел Говард, является неким духом-элементалием или демоном, который принял форму кота из-за ужасных случаев насилия над кошками, что произошли в этом доме. Этот странный случай с Говардом Лиландом был подробно описан в книге «Пендрагон» 1963 года и в книге исследователя аномальных явлений Брэда Стайгера «Странные кошки», вышедшей в 1993 году. Другим типом необычных сверхъестественных существ, с которыми якобы нередко сталкивались во времена Второй мировой войны, являются гремлины. Особенно часто их видели пилоты. Внешне гремлины были похожи на нечто среднее между гномами и рептилиями, но иногда выглядели похожими на необычных зверьков. Именно на основе этих баек о гремлинах в Голливуде в 80-х вышли два одноименных комедийных ужастика. Но еще в 1943 году по мотивам тех же рассказов вышла детская книга «Гремлины» английского писателя Роальда Даля. Пилоты Королевских военно-воздушных сил часто винили этих существ за неполадки в двигателях самолетов. Гремлинов обвиняли во многих случаях неполадок на самолетах, любых странных сбоях или авариях. Особенно интересный случай был получен от американского пилота, чье имя не называется, но который известен под инициалами LW, который во время войны летал на бомбардировщике Boeing B-17. По словам этого пилота, однажды он столкнулся с большой поломкой
и во время ее исследования увидел самых настоящих гремлинов. Роста эти существа были совсем не крошечного – 3 фута, 91 сантиметр. Кожа у них была серая и безволосая, а уши длинные и заостренные. Глаза существ горели красным светом. Когда я поднялся выше, я услышал странный звук из двигателя, а инструменты словно сошли с ума. Я посмотрел на правое крыло и увидел там смотрящую на меня рожу. Когда я посмотрел на нос самолета, там была еще одна рожа. Они были похожи на танцующих ящериц. Я был в себе, мои чувства были в нормальной форме, но эти странные создания все еще были там, и они быстро перемещались по самолету. А еще они смеялись своими огромными ртами, также смотря на меня, и пытались вытащить разные вещи из самолета. Я не сомневаюсь в том, что их целью было, чтобы самолет и я упали вниз и разбились. Мне, наконец, удалось стабилизировать свой полет, и после этого твари сами упали с самолета вниз. Я не знаю, умерли ли они или спрыгнули на другой самолет. Понятия не имею, что произошло. По ходу всей Второй мировой войны от разных пилотов поступали похожие сообщения. И так и осталось загадкой, были ли это реальные существа, или все это было иллюзией измученного разума уставших людей. Следующей войной, во время которой солдаты видели демонических созданий, стала война во Вьетнаме с 1955 по 1975 год. На сайте американского исследователя аномальных явлений Лона Стриклера был опубликован рассказ от одного из участников тех событий, который утверждал, что во время той войны был капралом американской армии. По словам очевидца, в 1970 году он был вторым в командировании отрядом солдат, которые работали в одной отдаленной области к югу от демилитаризированной зоны. Однажды они раскинули лагерь в холмистой местности, а потом отправились в ночной патруль по окрестностям. Вдруг они заметили какое-то движение и затаились, решив, что это враг. Они заметили, как нечто движется в определенном направлении, и когда оно ушло на достаточное расстояние, двинулись за ним. Неожиданно перед ними выросла каменная стена. Это была сложенная из больших валунов стена, за которой был виден темный вход в пещеру, явно вырубленный человеком. Это было не очень похоже на те убежища врага в пещерах, о которых отряд был осведомлен, поэтому они решили исследовать пещеру. Но они не успели туда войти, так как оттуда вдруг понесло ужасным противным запахом, похожим на запах гнилых яиц и разложения человеческих тел. Запах был таким отвратительным, что некоторым солдатам стало дурно, а других и вовсе вырвало. Они решили не заходить внутрь и стали выжидать, что кто-то выйдет из пещеры, а оттуда раздались странные грохочущие звуки. Солдаты просидели у пещеры до рассвета, когда случилось еще более странное. Мы заметили какое-то движение у входа в пещеру. Некое существо, которое мы приняли за мужчину, вышло из пещеры на поляну возле входа. Когда оно выпрямилось во весь рост, то в высоту оно было около 7 футов, 2,1 метр, и оно смотрело в нашу сторону. Потом из пещеры вышло еще одно подобное существо. Потом оба они начали издавать адское шипение и смотреть на нас. Внешне они выглядели как двуногие ящерицы. Они были покрыты блестящей чешуей почти черного цвета. Лица были похожи на морды змей с большими, близко посаженными глазами. Руки и ноги были вполне человеческие, но тоже покрытыми чешуей. Хвостов я не заметил, но, вероятно, они скрывались под длинными темно-зелеными мантиями. На головах у них были темные колпаки. Никто не отдавал приказ стрелять по ним, но от ужаса их внешнего вида весь наш отряд разом открыл по ним огонь, прежде чем я закричал о прекращении огня. После этого люди с поляны пропали. Наверное, они убежали снова в свою пещеру. Было решено замуровать вход в пещеру, и потом мы вернулись в лагерь. Все молчали об этом происшествии. Насколько я знаю, другой капрал тоже не отправил рапорт о случившемся.
В 1988 году американские военнослужащие на базе Германии видели существо, похожее на большого волка, который бегал на двух ногах. Это случилось на авиабазе Хэн Эйр Бейс в коммуне Морбах. Однажды вечером патруль услышал, как сработал сигнал тревоги на одном из участков базы и пошел проверить, что там такое. И люди буквально нос к носу столкнулись со стоящим на двух ногах существом, похожим на волка, но достигающим высоту 8-9 футов, 2,4-2,7 метра. Существо очень грозно посмотрело на солдат, а потом убежало, с легкостью перемахнув через 3-метровый забор. Когда к месту происшествия привезли собаку, чтобы она взяла след существа, то бедный пес сильно напугался, сжался в комок и дрожал от страха. Вскоре же оказалось, что про это существо тут давно ходят легенды. Будто бы когда-то давно оно было солдатом армии Наполеона, но дезертировало вместе с группой таких же трусов, а по пути на родину они напали на семью местного фермера и убили всех. Но перед смертью жена фермера якобы прокляла одного из них по имени Иоханнес Швайцер, что теперь он превратился в животное, воющее на луну. Легенды гласят, что проклятие сработало и что после этого солдат стал двуногим волком. Но он продолжал свои разбойничьи дела и в таком облике, убивая, грабя и насилуя. Впрочем, недолго деревенские жители пошли на него всей толпой и убили его. Так кого же тогда видели американские солдаты? Может быть, монстру удалось выжить, или же это был его потомок? Об этом легенды умалчивают. Теперь мы перенесемся в 2000-е. Это уже самое начало 21 века, но мы затронем и эти события. В 2004 году странный случай произошел с американским солдатом по имени Джерри Абердин, который служил в Мосуле, Ирак. Однажды поступил сигнал, что атакован район аэродрома. Группа солдат запрыгнула в автомобиле и отправилась на стычку с врагом. Джерри ехал в машине с 2 сослуживцами. Когда мы достигли аэропорта, то увидели, как группа людей лезет через стену. Наш стрелок открыл по ним огонь, а другие заняли позиции в канаве и тоже открыли огонь. Мы сидели рядом друг с другом группой из 3 человек, и кто-то из нас подстрелил самого верхнего, который свалился со стены вниз. Сразу же после этого из его упавшего тела начал подниматься черный дым, и наш техник сделал замечание, что, наверное, на нем был пояс шахида и что бомбу замкнуло. Однако этот дым через некоторое время принял очертания фигуры человека. И то, что произошло далее, мы все 3 видели очень четко. Полностью сформировавшись в черную человеческую фигуру, оно стояло и смотрело в нашу сторону горящими красными глазами, из которых шел дымок. У него также был странный рот, и эта хрень улыбалась. После чего оно повернулось, словно хотело побежать, но рассеялось дымом и полностью пропало. Очень трудно было описать, что там произошло, но мы все 3 сидели, раскрыв рты. Потом все закончилось, и мы больше никогда не обсуждали этот случай, только один раз упомянув его. Еще одно сообщение из 2000-х пришло из Афганистана. Исследователь и журналист Тим Кинг, который провел в Афганистане много дней во время боевых действий и делал репортажи. По словам Кинга, солдаты с афганско-американской авиабазы «Баграм» рассказали ему эту странную историю. По их словам, где-то глубоко в пустыне Афганистана есть сообщество реальных вампиров. Выглядят они как обычные люди, но имеют довольно высокий рост, и среди них много женщин. Люди в этом районе якобы давно знают об этих существах, так как они часто выходят по ночам на охоту за своими жертвами. И горе тому одинокому путнику, что попадется им на пути. Многие люди, что бесследно пропадают в этих местах, якобы на самом деле являются жертвами этих вампиров. Местные действительно очень боятся их. Даже просто рассказы про них пугают людей до полусмерти. По ночам эти твари ищут людей и часто утаскивают неосторожных детей.
Иногда люди даже прячут в своих домах своих коз и коров, так как вампиры могут напасть и на них. И так продолжается уже сотни лет, и никто в других странах об этом не знает. Против них никто не борется. Если они нацелились на вас, вам ничего не поможет.